Приветствую. Здравствуйте, Антон. Добрый день. Рад вас снова приветствовать в День Гуру, как Взаимно. обычно. Эм, Антон, как всегда, обращаюсь к вам как представителю силы гуру, силы учителя в День Гуру. Э, Хотел бы со своими расспросами, конечно же. Э, э, Скажем, первый вопрос непосредственно касается самой силы учителя. И, скажем так, ну, фактически, в моей жизни получилась она очень такой основополагающей и ключевой позицией, потому что, я рос, без отца и, был достаточно, ну, сильным, огненным, самоуверенным и, привык добиваться всего самостоятельно э, и законным, и незаконным путем. Ну, то есть, Мгм. но, со временем я дошел до такого уровня, что, я не мог дальше развиваться. Я это осознавал, что я застрял на месте. Что бы я ни делал, ну, меня как бы отбрасывает вроде назад. То есть, в знаниях дохожу до какого-то уровня, и я не могу дальше их воспринимать. То есть не могу дальше углубиться в изучение какой-то сферы. Нахожу, человека, вроде бы который говорит правильные там вещи, но не могу его слушать. То есть включается эго, то есть не включается разум, чтобы услышать. И только, ну вот, скажем так, с разными жизненными ситуациями, в которых мне показывало мое эго, мои недостатки. Со временем только, ну, как бы, продолжая, как бы, барахтаться на месте и так, в таком положении, находясь несколько лет, только со временем ну, как бы мне повезло, и повстречались вы, познакомили, как бы, э, меня с Олегом, и объяснили мне мои ощущения, которые были внутри меня и которые нельзя было систематизировать, ну, таким способом. Я хотел бы, ну, как бы, ну, э, для всех поделиться как бы вот этой информацией о силе разума, как с ней взаимодействовать, как ее искать, как, скажем так, какие она дает, ну, скажем так, на самом деле очень глубокие основы, чтобы мы могли это не просто, ну, как большая часть пользователей, ну, интеллектуально, да, продумать как-то, услышать только на словах, а чтобы еще это можно было почувствовать, и поэтому хотел, ну, ну, перед тем, как я продолжу свои расспросы, хотел бы Мгм. попросить вас провести медитацию э, для этой силы, для того, чтобы мы могли настроиться на высокую волну. Мгм. А, Разум, с одной стороны, это абстрактное понятие, и ну, трудно его показать или дать какое-то конкретное упражнение для тренировки разума. Но, с другой стороны, разум является проявлением силы знаний или силы разума, источников разума. И поэтому иногда, просто обращаясь к этому безграничному источнику разума, иногда его называют космический разум, но это может быть что-то такое философское. Обращаясь к силе разума, мы можем замечать, что она есть, и в каждой конкретной ситуации эм, ну, самым подходящим, иногда очень разным и специальным способом эту силу развивать и пробуждать. Поэтому действительно давайте начнем с практики, то есть с медитации, с обращения внимания на эту силу разума, чтобы понять, почувствовать ее существование и знать, о чем мы будем сегодня говорить. Хорошо, тогда я по традиции закрою глаза, чтобы меня как можно меньше что-то отвлекало вовне. А, Но вам это делать не обязательно, особенно зрителям, слушателям. Но если есть такая возможность, то можете закрыть глаза. Так будет лучше. Так будет эм, более заметно то, о чем мы говорим. И когда мы просто закрываем глаза, мы как минимум немного успокаиваемся. Мы ощущаем больше спокойствия.
Миллионы, а может быть, миллиарды людей ищут способ, как успокоить свой ум, как остановить поток мыслей, как успокоиться. А можно просто закрыть глаза и обратить внимание внутрь себя. И я лучше замечаю свои ощущения, не только мысли, а и чувства, желания, потребности. И где находятся мои внутренние ощущения, где находятся мои мысли, где находятся мои чувства, где мои желания и потребности. Они внутри меня и в моем внутреннем пространстве, внутреннем мире. Таким образом, я становлюсь более чувствующим и менее внешним, более спокойным и менее направленным на различное многообразие объектов окружающего мира. И эта созерцательность, внимательность, спокойствие – это уже шаг к мудрости, к силе разума, к пониманию. И слушая свое внутреннее пространство, я вижу в нем закономерности. Я сразу вижу систематичность своей жизни. В частности, правильно тем, что такие мои ощущения, как мысли, у меня только в голове. А такие мои ощущения, как чувства, у меня только в груди. А мои желания и потребности у меня в тазу. Я вижу систематичность, то есть разумность жизни. И одновременно я вижу 3 сферы своей жизни. Сферу мышления, которая в голове. Это сфера понимания. Сфера чувств и настроений, в которой в груди. Это сфера чувствования. И сфера желаний и потребностей, в которой в тазу. Это сфера действий и наслаждения плодами своих действий. И я вертикален диапазон моих ощущений. И я понимаю, то, что выше, то важнее. Понимание важнее, чем чувствование. А чувствование важнее, чем желание и их достижение. То есть я вижу упорядоченность жизни, структуру жизни, иерархию жизни, закономерность жизни. Таким образом, внутри меня всегда есть ключ, чтобы понять упорядоченность, иерархичность и закономерность жизни. И ключ к главным законам жизни. Закон иерархии, закон восхождения, закон преобладания сути над формой, закон подчинения нижнего и более множественного верхнему, единственному, одному, главному, светлому. Вверху свет, а внизу тьма, множество. И это диапазон моей жизни,
между чем-то одним, самым главным, светлым, то есть святым, и множественным бесконечным многообразием потребностей и желаний, разнообразием целей и способов их достижения. Это светлая пирамида жизни. Таким образом, просто обрати внимание на внутреннее пространство. Я вижу главные законы жизни. Я понимаю фундаментальные принципы жизни. И по принципу фрактальности, то, что вверху, то и внизу, я понимаю, что такие же принципы и законы действуют во внешнем пространстве, во всем мироздании. Так просто обрати внимание на пространство, на внутреннее пространство. Я вижу принципы и законы и упорядоченность жизни. Это дает мне путь, перспективу, понимание. Я могу познавать эти законы и жить в согласии с ними. Я могу знать высшие фундаментальные принципы и соблюдать их. И в этом величие силы знаний. Можно знать законы и следовать принципам. И это еще больше дает ощущение безграничности, легкости, свободы, успокоения. Все уже есть. Нужно просто узнать законы и соблюдать их. Все уже давно создано и упорядочено. Нужно просто следовать потоку мироздания, природы. Запомним этот ценный опыт, внимание к внутреннему пространству, чтобы почувствовать силу разума, силу знаний, силу порядка. И постепенно вернемся своим вниманием во внешний мир, к предметам и явлениям вокруг нас. Послушаем звуки от них, ощутим их осязательно. И, вернувшись к обычному состоянию восприятия, плавно и медленно откроем глаза. Благодарю вас. Благодарю. Очень ценно и спокойно и легко стало. Почему-то вспомнились древние египтяне, которые строили пирамиды, чтобы нам напоминать о пирамидальности жизни. Да, закон иерархии действительно, Мгм. ну, скажем, является очень ценным знанием. Это Очень главный хорошо. закон Бога, потому что Бог один, а проявлений, творений у него множество. Да, еще принцип в едином начале, о котором и вы говорите, и ваш учитель говорит. Антон, это просто, вот, возможно, не все люди, ну, скажем так, так проживают жизнь, но я с детства искал силу и искал, какая самая сильная сила в мире. Ну, для меня это интересовал этот вопрос. Ну, то есть, и, ну, как бы,
И с помощью опыта и, ну, ощущений, размышлений я пришел к тому, что это сила света, но у меня не было доказательств. Ну, а ваши аргументы оказались, ну, знаете, это не то, что это когда ты услышал, и вроде бы ты это всегда знал, просто требовалось только, чтобы извне где-то, ну, чтобы ты имел право как бы внутренне это м, ну, реализовывать, что ли. Мгм. Я бы хотел напомнить, что нужно Антон, немного зависло изображение. Не слышно. У нас какие-то технические сложности. Пока Антон, возможно, перезагрузит оборудование или перезагрузит страницу. Я пока хотел бы сказать слова благодарности. Очень интересна этимология слова благодарность. И мне очень еще также интересно, что состояние очень искреннее. И оно подразумевает, что человек честен, человек горит. Ну, это по моим ощущениям. То есть и это горение, свечение, ну, огонь горит вверх, и, соответственно, у человека нет шансов его направить в другую сторону, потому что это сама стихия. Очень интересно, какие виды бывают благодарности. Эм, То есть есть благодарность, есть благодарность, м, которая приносит удовольствие, когда О, Антон, вы снова меня слышно? Да, да, хорошо слышно. У нас тут во всем микрорайоне отключили электроэнергию. Я через телефон попробую. Может быть, так получится. Все работает и хорошо слышно. Антон, пока вас не было, я говорил о благодарности и, размышлял о том, что же это такое, о этимологии этого слова и о том, что, как правило, это состояние очень высокое, искреннее, по моим ощущениям, огненное, и его нельзя испытывать к чему-то низшему. Благодарность всегда испытываешь к чему-то высшему. Да, тут слово «благо» ключевое. Вот. И благо, оно связано с понятием света, восхождения, чего-то важного, сущностного и поэтому высшего. Благо. Это был вопрос? Пока вас не было, я Ага. рассуждал о теме благодарности и о том, что благодарить, ну, благодарность по форме, благодарность, ну, как бы для удовольствия, то есть когда ты еще сам получаешь удовольствие, когда благодаришь, да? То есть потом следующий этап благодарность, именно какие действия, ну, можно отнести к этому. Далее, Угу. э, то есть как бы, э, ну да, как можно наблюдать эту благодарность, потому что это же, ну, высокое качество, и оно проявлено не только в тебе, оно проявлено и в природе, и в других людях. Также можно видеть, как кто-то проявляет благодарность и, ну, ну, учиться напитываться благодаря этому. Возможно, есть какие-то законы или какие-то принципы, по которым как бы эта сила и действует, и можно это проявлять как бы. И, ну и, конечно же, само это чувствование,
да, то есть само как ощущение, что это за ощущение и где мы его в теле можем почувствовать. Благодарность, она похожа на нисходящий поток силы, дающий сверху, получающий снизу, и тот, кто внизу, благодарен тому, кто сверху, которое идет сверху вниз. А потом, наполняясь вот таким благом сверху, оно меня переполняет, и я хочу им поделиться с кем-то вниз. Фактически та же самая пирамида благодарности. Вот, кто-то ближе к Богу, это, скажем, во все времена были так называемые священники, волхвы, мальфары, ну, святые люди садху, те, которые были ближе к всего Богу, они его чувствовали больше всего и получали от него больше всего этого блага. И оно их так переполняло, что они начинали им делиться с людьми. И для почитания Бога они выполняли ритуалы, церемонии подношения благодарности Богу. Там у кого-то пуджи, у кого-то молитвы, какие-то еще жертвоприношения в хорошем смысле этого слова. А потом людям эту благодарность давали. Допустим, в Индии называется прасад. Это благо Бога, который попросил у Бога священника, а потом через какой-то предмет передал человеку. Но это действует на всех уровнях. Допустим, вот я хорошо работаю, я помог своему руководителю, начальнику, получил от него благодарность и словами, и деньгами. Это меня переполняет. Я пошел там что-то жене приятное купил, детям вкусное и коту еды еще купил. Вот это вот пирамида благодарности сверху вниз. И поэтому как бы мироздание построено по вот этому принципу иерархии пирамиды. И есть какие-то люди наиболее близкие к Богу, светлые, святые, они берут наибольшее количество благодарности и передают другим. И наша задача найти место правильно, встроиться вот в эту иерархию. Если слишком внизу, то я довольно темный человек, а слишком вверху, там большой критерий чистоты. Я могу быть недостаточно чистым, чтобы так высоко забраться. Я это почувствую, и это будет неадекватно, неуместно. Поэтому нахожу свой как бы вот уровень света. Там, я не могу быть святым, чистым человеком. Я позволяю иногда там поругаться, на кого-то накричать, сказать жесткое или даже грубое слово, вот, выпить какую-то, может быть, не совсем чистую, священную жидкость. Вот. Но, тем не менее, я стараюсь найти свой уровень света и в нужной пропорции, в нужной интенсивности брать вот это благо сверху. И у мужчины это либо его руководитель, либо наставник, либо мастер, у которого он учится. И передавать всем, кто у меня там, кому я могу это дать. Члены семьи, например, или животные, о которых я забочусь в том числе. Или какие-то другие люди, которые нуждаются в моей благодарности. Это уже будет милостина или как-то благотворительность. Антон, Приветствую всех еще раз. здравствуйте, Антон, снова. День. Погода слегка задержала и внесла небольшие задержки, Мгм. но не смогла помешать. Мгм. Что радует. Антон, мы завершили нашу с вами беседу. Я вам задал вопросы именно по теме благодарности. И не просто так, потому что, ну, как бы, скажем, тема гуру, тема учителя, то есть и тема благодарности, ну, как по мне, очень близко между собой связаны. И, м, ну, скажем так, и в них, мне кажется, ну, есть какие-то закономерности, пользуясь которыми можно лучше взаимодействовать, ну, с данными силами, по ощущениям. Да, это подтверждается как иррационально, то есть тантрически, йогически нашими ощущениями и опытом. И это подтверждается рационально, то есть законом и принципом. Какое тут так называемое тантрическое или праническое подтверждение? Когда я соприкасаюсь с источником знаний, или с живым человеком, учителем, наставником, или с другим источником знаний, иногда это может быть даже книга, или то, что пробуждает во мне знания, я чувствую, что это знание для меня благо, и в ответ испытываю благодарность. Это мой реальный опыт, и он, ну, как бы закономерный, стабильный, ну, постоянный. А, рациональное подтверждение, если мы изучаем Джотиши Грахи, мы знаем суть каждой грахи. И Сурья – это источник всего и источник блага. Например, Бог – самый явный представитель грахи Сурья. А
помимо самого блага как сущности, как сути, есть знание о нем. И гуру, мудрец, учитель, граха гуру Брихаспати, или это Сварог или Перун в прославянской, проукраинской древней традиции, это тот, кто знает об этом благо. Поэтому есть само благо и знание о нем. Есть закон и знание закона. Есть суть и принципы сути. Вот это прекрасное соединение Сурьи и Гуру, они дают нам понимание, что благо как источник, Сурья, первопричина, Творец, Создатель, и тот, кто знает, что является благом и что не является благом. Я тут же чувствую ощущение благодарности, что сила пространства, сила знания, сила гуру, сила учителя дало мне знать, что такое благо. Благодарю. Да, действительно, Антон, еще такое хотел поделиться таким наблюдением. Причем это с детства, еще даже на неосознанном возрасте, рядом с некоторыми людьми, э, когда они говорят, не возникает никаких мыслей, в голове тихо, пусто, и ты очень внимательный. А некоторые люди говорят, и в тебе прям ты даже иногда не можешь их слушать, а иногда даже прям на физику переходит. То есть ты физически хочешь уйти, хотя они не говорят ничего там, ну, наоборот, иногда моральствуют, иногда это и вот, ну, скажем, э, вот это вот ощущение внутри, вот что, ну, вот, скажем, до того, как я это испытал рядом с людьми, также подобное ощущение было, когда я первый раз посмотрел в телескоп. Ну, то есть, величина и масштабы, увиденного настолько поражают, что ум, как, ну, хочет замолчать, чтобы не вякнуть, потому что его разорвет как бы от этого объема. Скажите, вот этот вот критерий, ну, вот то, что хочется замолчать и просто внимать, может, ну, также является вот на внутренних ощущениях показателем, ну, как бы, этой силы? Ну, Да, когда хочется, чтобы была тишина, чтобы во мне что-то помолчало, это, скорее всего, я прошу помолчать интеллект. Интеллект, он как ребенок, он мыслит символами, концепциями, схемами, шаблонами, чем-то объективным, материальным. А сила блага, мощь пространства, сила Бога, величие знаний, они не подвластны интеллекту. То есть мы должны понимать, что есть информация, есть знания. И вот это то, что во мне постоянно занимается обработкой информации в виде анализа, синтеза, это мой интеллект. И ему не нужно заниматься вопросами духовностями Бога или вопросами знаний. И поэтому, когда я сталкиваюсь с чем-то очень сущностным, но в то же время абстрактным, интеллект мне не помощник, а помеха. То есть нельзя понять Бога логически. Это будет просто еще одна концепция о Боге. Вот. И когда мы смотрим в телескоп, мы видим безграничность. Это яркий пример безграничности творения. Как Бог мог создать не просто мироздание, Вселенную, а бесконечную Вселенную, в которой есть все. То есть можно просто что-то создать, можно много создать, можно очень много создать. Но как создать все и бесконечность? И поэтому интеллект сказать, ты тут ничего не поймешь, лучше помолчи. Вот как вот иногда лучше молчать, чем говорить. Вот. как И вот это техника то, что безопасности. Он сразу так, он притихает, его даже не найдешь. То есть он исчезает вроде как. да, поэтому хочется помолчать, именно прекращается тот поток мыслей, который генерирует интеллект, и это не его, ну, как бы сфера. Вот. И поэтому или нужно чувствовать что-то великое, мощь знаний, величие безграничности и того, кто это все создал, как Вселенную, как космос, который мы в телескоп видим только какую-то ее часть, и то огромнейшую. Вот, и поэтому хочется самому молчать, и как минимум хочется, чтобы интеллект тоже помолчал. Вот, то же самое, я когда соприкасаюсь с такими людьми, великими учителями, хочется молчать, не хочется даже задавать вопросов, хочется просто как бы пойти в какое-то состояние, соприкоснуться с этим величием знаний, и даже если у меня есть какие-то запросы, трудности, проблемы, сложности, они будут сами по себе решаться. И мое состояние поменяется так, что
уже как-то отойдя от этого человека, я уже буду знать решение. Или я буду знать пути, куда двигаться, как действовать. Вот. И поэтому даже не нужно говорить, чтобы получить ответ. Нужно просто прочувствовать. Это очень похоже, как ну, в суфийских учениях описано, что закрой глаза, рядом с учителем ты должен слушать сердцем. Ну так. Да, слух – это самый лучший способ взаимодействовать с пространством. Его лучше всего слушать. Вот. И поэтому шрути на санскрите – это знания, переданные через слух. Вот. И надо учителя именно слушать, не смотреть на него, не осознательно слушать. И пространство, гуру, учитель, наставник и другие представители этой грахи, этой третьей силы, вот, они пробуждают на слух, и их лучше слушать. А глаза нам будут, закрытые глаза будут нам помогать лучше слушать, не будут мешать. Отлично. Спасибо. Еще такой дальше в этой же теме, в этой же сфере вопрос. Просто, опять же, это очень, ну, скажем так, последовательно получается, но здесь же ну, то, что связано с силой гуру, это как сила веры, то есть как бы сила уверенности. Ну, то есть, к примеру, вот опять же, из личного опыта. То есть пока я внутренне не признал для себя авторитета одного человека. То есть у меня не было, ну, как бы уверенности. То есть я обращался, получается, вовнутрь, а там разные источники. Как бы. А вот, ну, когда появляется кто-то, ну, как бы, кого ты считаешь, ну, как бы выше, как бы, ну, получается, что ну вот, грубо говоря, посылаешь сигнал в себя, ну как бы все ли в порядке, то раньше это был уровень груди. Ну, то есть я на уровне груди чувствовал как бы ответ чаще всего. Ну, а сейчас это изменилось, и как бы ответ больше где-то вверху, как бы, ну, на ощущениях. То есть он не в груди, а он именно ну, где-то выше. Как бы, и ну, такая, конечно, я и так достаточно огненный сам по себе. Но сейчас это, ну, еще больше как бы, ну, проявляется. Ну, вот после, скажем так, знания о единоначалии, о том, что сила света самая сильная, о том, о осознанности, как бы о том, что это нельзя достигнуть, что это может быть дано сверху. То есть получается, что как бы ну, если так можно сказать, очень грубо, сменилась точка сборки, как бы. Мгм. Но еще особенность, к чему просто вел, что вот не совсем привычное состояние из-за этого слегка, потому что внутреннее, ну как бы у тебя уже настроено на определенный параметр, ну за это время, пока ты жил. А сейчас как бы в связи с этим вот, ну как бы не, внутренняя больше уверенность, а вот внешне ты иногда думаешь, ну стоит ли мне так, ну как бы валить, ну, как бы, ну, идет очень, ну, сильно, это как бы, ну, слабо контролируется, или как можно сказать так? М. Извините, возможно, сумбурный вопрос, просто он из ощущений. Антон, вас не слышно, Антон, в микрофон, пожалуйста. Мгм. Благодарю. Я понял, в чем тут суть ощущений, суть как бы состояния или опыта, и где нужно соединение как решение ну, этой ситуации. Вот. Когда мы говорим уверенность, вы это слово использовали, мы понимаем, что это неоднозначное понятие. Есть внешняя уверенность, которая не всегда адекватная. Это уверенность в действиях, влиянии, воздействии, управлении чем-то. Иногда подавление, уничтожение чего-то, иногда поддержание. И это уверенность в моих действиях. И понятно, что кто действует? Действующее я, то есть личность, индивидуальность, мангала, ахамкара. Это я действующий. И это действующая уверенность, но это личностная уверенность. И многие люди занимаются только ей, допустим, там
имея большие достижения и успехи, и это как бы фундамент их уверенности. Или, допустим, имея физическую или личностную силу, там как-то ходя на тренинги личностного роста или занимаясь боевыми искусствами. Но все равно это хорошо, чем вообще нет уверенности. Но она не глубокая, она внешне проявленная. И если нет у нее фундамента и есть одновременно в этой уверенности сомнения, а когда что-то будет не получаться, тут же она исчезает, как вот лопается мыльный пузырь и сдувается. И сразу появляется противоположность неуверенности, депрессия. Поэтому этой внешней уверенности, личностной, монголичной, индивидуальной, должна быть внутренняя уверенность. И там даже слово уверенность не совсем подходит. Вы использовали как бы слово вера. Вот. А я бы сказал, что это доверие высшему. Вот в уверенности корень есть вера, верить. И в доверии. И вот я доверяю. Я доверяю, что обо мне позаботятся высшие силы. Я доверяю Богу, доверяю наставнику. У меня есть доверие. И это уже внутреннее ощущение веры. Я доверяю внутри. И это фундамент для внешней уверенности. Вот. А почему я доверяю высшим силам? Ну, я прочувствовал, и я знаю на собственном опыте, они высшие. И нет ничего выше их. А кому тогда еще доверять? Не самому высшему, что я прочувствовал. Или наставник, почему я доверяю? Ну, там уже доверие к человеку как к авторитету. Авторитет. Латинское слово. Человек, который говорит истину. Для меня субъективно. Кстати, вера от корня вер, это там проиндоевропейский корень, который означает истина. То есть вера – это способ познания истины, религия – это способ постижения истины. И вот этот человек, которому доверяю как учителю, наставнику, потому что он для меня истинный, он говорит истину, он говорит правду, и та, которая вечна. Вот. И поэтому, имея опыт высшей силы, это дает мне внутреннюю уверенность как веру. И это было первичное, истинное, глубокое предназначение всех религий. И эта вера концентрируется в какого-то одного человека. Но он мой наставник, мой учитель. И я ему верю как самому себе, даже больше, чем себе. Я ему доверяю свою жизнь. Почему я ему доверяю? Он авторитет для меня. И вот эта вера как истина. Но, конечно, он несовершенен, в нем есть недостатки, но это наиболее истинный человек, из кого я нашел в окружении. И пора заканчивать поиски и доверять ему и действовать, исходя из этого. Поэтому вот эта вот уверенность внутренняя – это доверие источнику, в глубоком смысле как Богу и Творцу, а в контексте нашего темы силе знаний, силе разума, силе пространства, силе учителя и наставника. И тогда внутренняя уверенность и вера соединяется с внешней уверенностью действий. И тогда все хорошо. И даже если там во мне что-то не так, не получается вообще ничего. Я внутренне спокоен, я верю, я доверяю. Не просто надеюсь, а я знаю. Антон, благодарю. Очень ключевым параметром, который вы сказали, было доверие. Вот это слово доверие, вот как раз эта приставка очень хорошо, ну, как бы, ну, это получено в дар, так сказать. Ну, то есть, Мгм. благодарю, очень Вовне, соотнес- вовне доверяй, но проверяй. Внутри доверяй и не проверяй. Потому что внутри проверяя, ты показываешь сомнения и как бы ну, неверие, недоверие. Ну, принижаешь нечистоту. Поэтому да. внутри доверился и уже не проверяй. Антон, благодарю вас. Вот это уже прямо в точку. То есть внешнее можно проверять, а внутреннее можно не проверять. Спасибо большое. Это очень важный для меня вообще на протяжении всей моей жизни параметр. Вот, Мгм. м, Антон, извините, опять мне нужно хотя бы несколько секунд. Да-да, конечно. Знаете, Антон, так интересно, что во время наших бесед с вами
очень сложно следовать тому намеченному плану, который хотел по вопросам, потому что ваши вопросы пробуждают определенное состояние, и следующий вопрос получается живой в зависимости уже от того, что вы пробудили. У меня был заготовлен перед этим вопрос. Он также связан с силой учителя. И, между прочим, также он, к сожалению, ну, скажем так, он связан еще непосредственно с вами и со мной, потому что, ну, как бы, я вас признал как своего учителя, а вы меня познакомили с Олегом Бакачевым. В начале, ну, на первой встрече около года назад, может, чуть больше, М, я внутренне, запутался, как бы, ну, я учился в военном, да, то есть довольно-таки простой вопрос, по поводу иерархии, да, то есть как бы как мне правильно, я не знал, как мне правильно относиться к вам, если я знаю вашего старшего. Как правильно слушать вас или, ну, то есть мой ум начал искать, а он точно говорит, так, как учитель или нет? Есть ли там какие-то отличия? Ну, то есть, и вот этот эгоизм некоторое время, ну, как бы был в моем уме. Как бы потом со временем, как бы, ну, немножко прояснилось, потому что действительно, слушая, оказалось, ну, что вы не то что одно говорите, просто, ну, это одно. Как бы просто оно в разной форме. Бы. И вот вопрос, возможно, у кого-то также был какой-то, ну, такой вопрос такой, ну, или сложности, или такого, параметра. Э, ну, как бы соблюдение субординации. Как, ну, как бы, как правильно, да, то есть, ну, скажем так, проявлять, ну, в данном случае, с слушаться, ну, не знаю, более, ну, как бы, с пониманием и, ну, по каким-то принципам, ну, как бы относиться. Например, даже тот же вопрос, в дальнейшем, как бы для меня поднимается вопрос, например, десятины, да? Например, вот с высшему как бы, ну, не обязательно нужно ценность отдавать, потому что высшее является, ну, большей ценностью, чем все нижнее. Это ясно. Но вот, к примеру, вот у меня такой вопрос. Мне нужно отдавать, например, десятину и вам, и учителю, или просто, ну, то есть просто вышестоящему. Ну, как бы потом и еще такой вопрос, то есть как бы, если я как бы буду на занятиях учителя, или это не будет ли это, ну, как бы каким-то нарушением субординации, если так можно выразиться? Спасибо. Мгм. Ну вот представьте, ребенок, да, он уже осознанный, это мальчик 12-14 лет, он уже понимает принципы, по которым живет его семья. И у него есть отец, дед и прадед. И, в принципе, все могут давать ему какие-то задания, поручения, просьбы. И как ему правильно построить свои взаимоотношения и вот узнать, кого из них слушаться, всех ли их слушаться и кого слушаться больше. Но, в принципе, вот это редкая ситуация, тем более сейчас как бы время такое, что мужчины долго не живут, и чтобы еще был живой прадед, сложная ситуация. Но чтобы был живой отец и дед, бывает же такое, да? И вот, естественно, по внутреннему ощущению, э, ну, как бы по видению, да, мальчик сможет правильно себя вести по отношению к 3 своим предкам живым, мужчинам. Ну, конечно, если, ну, он же ж уважает саму суть. В них в каждом выражен один и тот же принцип, они ж одного рода. Да, у него не должно быть больших противоречий. Допустим, если он пытается лавировать и слушаться отца и мать, мать говорит, тепло оденься и поешь, ну, потому что это полезно для здоровья, чтобы ты не заболел. А отец говорит, иди сделай что-то ценное, полезное, или веди себя так, чтобы прославлять наш род и не позорить. И ребенок не знает, что важнее, поесть и одеться, чтобы быть здоровым, или все-таки что-то делать достойное, стоящее. И у него конфликт, потому что, в принципе, обычно будет противоположные, ну, даже если не рекомендации, там, указания, приказы, а вообще тенденции жизни. Вот. Но если это из одного рода, отец, дед и прадед, то он может одновременно всех их слушать и не будет никаких противоречий.
Если, допустим, там они его заняли чем-то одновременно, то он как-то легко разберется, потому что то, что они ему говорят, оно идет из одного источника. И вот Олег Бакачев, мой учитель, наставник, он использует такое как бы пример или символ выражения хор. То есть вот когда поет хор, я слышу всех, и это одно и то же, и можно каждого отдельности послушать, а можно все вместе, и никакого противоречия нет. То же самое хоры учителей. Они берут знания одного источника и говорят то же самое. И вместе это прекрасный хор, многоголосие, там, грузинское или украинское. Или каждый по отдельности тоже прекрасный исполнитель. То же самое, если это в семье. Отец, дед и прадед. Да, есть какие-то различия, особенно связанные там, с идеологией, временем, в котором он жил. Но, в принципе, это люди одного рода. Одного рода с маленькой буквы одного типа сути и одного рода с большой буквы из одного источника. Вот, поэтому, если это учитель и учитель моего учителя, и учитель учителя моего учителя, это та же самая ситуация. Вот. И если они действительно проводят через себя эту одну силу, суть, ну, источник знаний, они одинаково были инициированы, то можно ходить, как бы слушать их всех одновременно, и не будет никакого противоречия. Вот. А вопрос отдавания должного, например, десятины, но десятина это такое, как вот я не знаю, чем быть полезным своему учителю, ну тогда я отдаю десятину, потому что я не знаю конкретно, что для него сделать. Но, допустим, если мне учитель говорит, вот там займись вот этой сферой, там публикуй ежедневно какие-то мои цитаты в интернете. Все, я этим занимаюсь, это гораздо важнее, чем десятина. То есть об учителе известно, о нем говорят, его цитаты куда-то публикуются. Вот это ежедневный рутинный процесс, который создает как бы упорядоченность деятельности учителя. И это важнее, чем там 10 или 20% от своей прибыли или дохода. Я не знаю, как это правильно считать. Вот, поэтому вот я спрашиваю учителю, чем тебе помочь? Он мне говорит, что делать, все, это важнее, чем десятина или какие-то другие пожертвования. Вот, если он говорит, что я пока не знаю, я спрашиваю, что я могу для него сделать, исходя из своего ощущения. А давайте я для вас вот это. Там, сделаю сайт, дам объявление, повешу какие-то листовки. Вот давайте это сделаю. Он говорит, да, делай, все. Опять же, никакой десятины нет. И только если я не знаю, что делать, я говорю, ну давайте как-то вам я там дам денег. Он скажет, ну давайте. Ну и я видел, как это происходит. Обычно даже ученик дает деньги не самому учителю, а кого-то из его помощников, или где-то там кладет и уходит, чтобы на этом не заострять внимание, потому что это внешняя форма. Если мы на форме будем уделять много внимания, то это не так важно. Поэтому если я чувствую, что из учителя, учителя и учителя про учителя идет один и тот же поток знаний, они в целом подобные люди, тогда нет противоречия, можно слушать их всех, и это будет хор. Антон, благодарю. Очень ясно и понятно. И опять же, еще заодно вы ответили еще на мой внутренний вопрос, а именно тут был ну, такой нюанс, что как бы действительно есть определенное состояние, ну как бы у меня есть мое дело, да, которым я занимаюсь, и в котором я себя считаю, ну, как бы, в котором и другие считают меня мастером. И у меня как бы есть определенное вдохновение, и я хотел, ну, как бы это подарить, ну, как бы, ну, и у меня был вот как раз вопрос, то есть, ну, как бы, вот такой мой дар, ну, как бы, ну, грубо говоря, достойный ли он, или, ну, как бы, или материальное, как бы, в данном случае. Спасибо, вы прояснили для меня важный вопрос. Угу. Антон, скажите, мы по времени как-то ограничены, потому что я могу вам задавать вопросы долго. Ну, давайте вот есть такая хорошая отрезок времени, он называется мухурта, 24 минуты. Вот, рекомендуется проводить, делать свою деятельность 24 минуты одного типа, а потом делать перерыв или возвращаться к этой деятельности, или поменять тип деятельности каждые 24 минуты, каждую мухурту. Поэтому есть такая программа, там, помодоро, которая отсчитывает человеку 25 минут, ну, как бы красивее цифра 25, чем 24. Вот. И поэтому, наверное, у детей длится урок почти 48 минут, то есть 2 мухурты, наверное, нужно делать 2 типа деятельности во время урока.
Давайте будем стремиться вот проводить наши интервью 48 минут. Я не знаю, сколько это уже идет, но вот так будем внутренне ориентироваться. 2 махурты. Да, хорошо, понял. Ну, то есть, как бы в этот временной промежуток мы можем, ну, как бы ну, систематизированно более как бы его разложить, если мы уже знаем его границы. Мгм. Понятно. Антон, и еще уже такой, извините, сегодня как бы получилось не совсем по плану, не совсем по тем вопросам, но часть вопросов вы осветили очень, ну, в первой части я вам присылал свои вопросы, и вы на них очень детализированно ответили. Я вам очень за это благодарен. Надеюсь, также участники, и те, кто послушает, для них это также будет полезно, и они также смогут понять и принять ценность такого уровня. И скажите еще, пожалуйста, меня такой уже интересует вопрос по этимологии. Я также, ну, я с детства люблю слова, интересуюсь их смыслом, как бы очень прискипливо отношусь к словам. Ну, окружающие знают, что при мне нельзя говорить, что попало. Я в лучшем случае словом э, приостановлю и уточню о значении и смысле высказанного, а могу и не только словом. Ну, чтобы понятнее было. Ребята, знаете, они такие, понимают проще физику, чем... И Слово видно. поэтому, да, 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 более ясно, быстро. И вот у меня вопрос такой, как бы, получается, мои поиски вот по смыслам привели меня к тому, что, ну, к буквице. То есть, что наш алфавит, которым мы пользуемся, он как бы не алфавит, а буквица, большее количество символов в нем, то есть чем 34. И, конечно же, то, что за буквицами, кроме фонем, кроме звучания непосредственно, также содержится ну, большой объем информации и знаний, и состояний. Ну, то есть, как бы, и эти исследования меня привели, к буквице, а также ну, к санскриту. Многие лингвисты, как бы современные, э, ну, выводят, скажем так, корень современных языков из, ну, скажем, индоиранских наречий. Ну, так они так называют, ну, как бы это понятие тоже как бы придуманное, да, современное. Но да, сам смысл как бы, что и получается, что э, скажем, я дошел до такого, что каждое слово, как бы, ну, грубо говоря, его смысл, его значение можно проверить, ну, как очень, ну, если грубо сказать, то математически. То есть каждая буквица имеет образ. И эти образы вяжутся между собой и дают, ну, целостное понятие. Ну, к примеру, там, ну, у меня с детства это вопрос стол и стул были. То есть почему, ну, как бы я приставал ко всем, почему стол называли столом, а стул стулом? Ну, объясните, если не объясните, я буду называть по-другому. Ну, никто не объяснил, но в дальнейшем, как бы вот по этимологии и по значению буквицы S это означает связь, соединение, Т означает твердь, э, О объединение, и Л это лад. И получается, если мы соединяем значения этих буквиц, то связь с твердью, объединенная ладом. То есть это, ну, и это понятно, что это поверхность, что это стол. Стул, ну, то есть буква У это рядом, да, как примыкает. Та же самая поверхность, которая, ну и так далее. А, Нет. а, почему тогда в украинском языке стил, а во всех романских, в том числе в английском, table? Э, э, Ну, мы если, смотрите, если мы, что интересно, что образы буквиц, мы можем эти образы применять и к англоязычным названиям. И то же самое получается. Т– это твердь. Ну, у нас же там пишется читается как table, да? А это означает есть, это означает проявленное. Тей, да? А Б– это много, опять же, лад. И получается, то есть как бы
в принципе, почти то же значение, только немножечко с, ну, небольшой, Но ну, как ни крути, обязательно Т и Л там есть. да, Да, то есть обязательно стол в любой нации должен быть твердый, создающий лад. То есть удобный, гармоничный, приятный, комфортный. То есть твердый и комфортный, как ни да, крути. да. Ну, то есть и, получается, что, вот вы, как бы вы, ваш разум так же само ведет. Имеется в виду, что, Т и Л получается, что, ну, и отсюда я делаю вывод, да. Ну, то есть я наблюдаю и, как бы делаю такой вывод, что сочетание, да, Т и Л, независимо от языка, да, если оно будет подано, ну, разбавлено какими-то гласными, да, то есть оно будет давать какое-то приятное ощущение. Ну, то есть ну, Ну, это твердое, но для комфорта, потому ну что за столом есть комфортнее и работать в том числе. да, да. Скажем так, э, и и у меня, как бы, ну, дальнейшие мои размышления и искания в этой сфере, приводят к тому, что, ну, как бы, есть, у нас буквенное письмо, а до этого было слоговое письмо. И слоги передают гораздо больше значений, информации и, ну, потока. Они как повелительное наклонение или, ну, можно так сказать. И вот, я сейчас, конечно, оно там еще на таком невысоком уровне, ну, как бы, но я пытаюсь это, применить для пения. Ну, то Мгм. есть, э, как бы сложить песню из слогов. Но в данном случае меня еще просто интересно, потому что, хочется, чтобы это было системно и закономерно. И я хочу теперь попытаться сделать, ну, вот эту, ну, или композицию, или там из нескольких композиций, чтобы это было или согласно иерархии Грах, или согласно, ну, как бы по тому учению, которое Олег Бакачев дает как life device, да, чтобы можно было по телу, по ощущениям, ну, то есть по каждому из центров хотя бы, ну, скажем так, ну, воздействовать, обращаться к этим сутям вот через, такие, ну, скажем так, манипуляции. Скажите, это просто, может, глупость у меня в голове, или все таки это имеет под собой, ну, как бы основу, что можно продолжать это, ну, как бы изучать, развивать? Не, это имеет и ценность, и значение, смысл, этим стоит заниматься. Там нужно понять, с какой стороны идти. Или я беру все многообразие понятий, их названий, имен. В основном это будет название предметов и явлений, то есть это будут имена, именники, то есть то, что существует. И это будет в основном действия и процессы, Да, больше действия, описание. э, Антон, больше действия и процессы. Идут больше действия и процессы, чем имена. Да, вот. И путь, который, как его назовем, э, от частного к общему, пытаясь найти систематичную структуру, я беру главные слова и потом ищу то, что у них самая сущность, то, что определенные звуки или вот эти буквы, буквицы, сути в виде символов, образов и ну, написания, я ищу что-то в этом. Это будет один путь. А можно пойти по-другому, найти самые сущностные звуки, соответствующие им буквы и буквицы, как смыслы, и подходящие для этого, опять же, образы визуальные и тоже символические образы. А потом посмотреть, как эти главные сути проявлены в словах и подтверждается ли этим многообразием слов. И вот, как я понимаю, вы пошли первым путем. Вы разбираете суть слова на главные явления, допустим, зная ну, звук, который в нем есть в виде буквицы, это не просто буква как символ, как значочек, а то, что внесет в себе еще какое-то ощущение сути явления. Вот. И э,
Ну, там как бы это может потребовать очень много времени. Я Это вам не имеет значения. да, советую вам сочетать этих два подхода, посмотреть, а можете ли вы составить первичный набор смыслов в виде букв, буквиц или каких-то действий, которые потом проявляются в многообразии слов. И тогда как бы вы начинаете с постулатов, с принципов и законов, а потом перепроверяете их уже на экспериментах в виде конкретных слов. И вот этот второй путь я пробовал делать. Сейчас расскажу, как я это делал. Может быть, это вам поможет найти свой вариант этого метода. Вот, когда я давал детям науку Тантра Джотиш, я им говорил о том, что есть 9 сил, которые мы реально можем проживать, как 9 типов ощущений. И потом, как им назвать эти 9 типов ощущений? Ну, мы использовали разные, допустим, самое светлое, самое темное. Светлое из светлых, среднее из светлых, темное из светлых. Потом средние хорошие ощущения, светлое хорошее, просто хорошее, темное хорошее. И потом было 3 темных, самое светлое из темных, просто темное и самое темное из темных. Это было 9 ощущений, но визуально, в виде пирамиды, в виде таблицы это понятно. Но что такое светлое ощущение? Когда детям я говорил, приведите примеры, они, в принципе, правильно приводили. То есть темное мультфильм страшный, пугающий, темная книга страшная, там, темный человек, опасный, пугающий, Неизвестный. неизвестный, да, еще как бы меня поглощающий. Ага. Вот. Что такое светлое? Любимая книга, лучший человек, там, святой человек, лучший мультфильм, если мне скажут там, ты уезжаешь там надолго, ты можешь взять один, я знаю один для себя самый лучший, который меня больше всего вдохновляет и поддерживает. Но это примеры. А потом я сказал, давайте поищем какие-то слова, которые соответствуют 9 типам ощущений. И как вы правильно заметили, в основном возникали не имена, то есть именники, не предметы явления, а действия. И вот, и я точно помню, что среднее пятое ощущение, оно посередине 9. Это я как действующий, созерцающий сам себя, могу пойти влево и вправо, к свету и тьме. Это я действующий, то есть, понятно, это личность Мангала. И там действующий, вот это корень «д». Я действующий. И потом я посмотрел, во всех языках есть «д». В английском «do» – это делать. Дія українською мовою. Да, диеты, дия, очень короче, диеты, там, ну, понятно, в русском, болгарском дело, дило, оно Да. раньше было через ять, кстати. Через Дело, ять, да, верно. И я. дило, дило и там ять было, то есть д там главное. И во Да. всех языках есть, и в санскрите это есть, э, ну, там дехи или дана, дана больше как давать, ну, дехи. Мгм. Или просто Д, даже там дех какой-то был, очень короткий такой. Вот, поэтому это Д есть везде, и поэтому вот это Д, может быть, там добро, да, в буквице. Да. Наверное, нужно делать добро, и добро это как бы добрые Как деяния. действие проявленное. Да, Ну, добрые добро как деяния. проявленное действие, да? Да, вот, поэтому вот, возможно, есть 9 самых главных действий, которые соответствуют 9 грахам и 9 моим проявлениям «я». И именно вот эти вот главные буквы, они потом создали остальные буквы. Их там сколько, вы сказали, больше, чем 33, да? Да-да, там, тут вообще даже, скажем, ну, по последним данным получается, что, в зависимости от того, какой варне, была эта буквица, было количество символов. В варне, которая, для торговцев, для простого, для материального письма, это глаголица использовалась, и это до 30 букв. Следующая варна — это, уже, были администраторы, воины, и они использовали княжеское письмо. В нем было до 60 символов, потому что там можно было зашифровать уже какие-то дипломатические данные и другие данные, которые не может понять и которые, ну, не нужно понимать другому. И, самое большое количество символов — это, жреческое или, письмо, которое передает священные символы, и там более 100 зву буквиц, Мгм. более 100 звуков, то есть, больший диапазон. И получается, что и
в славянской буквице есть вот все вот эти все указанные мною вот эти все 3 типа есть. Вот, вот нам известная, вот, которую нам подают, это 34 буквицы, а так вообще 49. А святорусское письмо там 63, есть также, там, ну, они, как бы нету конкретных названий, этих видов грамот, но они относятся к рунической письменности, и там более сотни символов. Звуки делятся просто на более мелкие, еще более тонкие, оттенки. Мгм. Ну вот, если идти с обратной стороны, анализируя, систематизируя слова, слов много, их многообразие, и там можно запутаться. И поэтому я бы рекомендовал идти еще вторым путем, посмотреть, какие есть 9 главных действий и соответствующих, скорее всего, это будут звуки, выраженные в буквице, а остальные будут различными аспектами, комментариями или проявлениями. Допустим, там есть просто действие и есть, допустим, там 3 типа действий. Во внешней реальности, там, во внутренней или высшей. Или, ну, какая должна быть там троица. Да. Вот. И тогда будет 9 основных, 27 проявленных и приблизительно 36 в сумме должно быть. Вот. И тогда можно смотреть, подбираются ли слова, ну, как бы, если в каждом слове выражение вот этого главного смысла, а этих смыслов должно быть 9, потому что мы знаем, что грах точно 9. Грах не 8 и не 10. Это первый путь пойти рациональным образом от принципов. Я знаю 9 главных принципов. Я знаю 9 фундаментальных законов. Я знаю 9 грах. И потом посмотреть, как они выражились в главные звуки и комментирующие. И в целом будет, ну, либо 27, либо 36. Вот. Вы еще сказали, что это можно связать с Live Device. Точно так же, зная 12 уровней своего тела, это прежде всего раши, а потом уже бхавы, как места их проявления вовне. Надо посмотреть, там должно быть тоже 12 главных действий. Допустим, голова, чтобы понимать, лицо, чтобы воспринимать или чувствовать. И вот это чувствовать, возможно, это будет звук че, потому что чувство, чуять, відчути, почути. Да-да-да. Да, Антон, саме ці слова йдуть. Чую, віщую, чую. да, и ощущение, вот это русское слово, ощущать, вот это ще и есть та че, это 100%, Да. то есть вот это ще и че, это лицо, то есть, вот, поэтому, чтобы как бы сделать это, ну, более коротким процессом познания, точно так же попробуйте Live Device, найдите 12 главных действий каждого уровня тела. Понятно, что голова будет, чтобы понимать, осознавать, там будет понятие, нятие, может быть, ним. Кстати, понимать, понимание, вот это вот там ем, он же им, он же, ну, корень, у которого большое количество проявлений, иметь, он же есть, это все он. Он же іменник. Да, Он и он же означает существование или имение. Вот иметь, маты как иметь, ну, там, объем, это все вот эти слова с этим корнем. Если взять, сколько слов этот корень создал, их огромное количество даже в одном языке. Возможно, это будет как бытие в голове, восприятие, чувство, че, и потом посмотреть остальные 12 уровней, какое там главное действие, каким главным словом оно обозначается, и в этом главном слове этого уровня будет главная буква. Вот. И это будет как бы первичная какая-то, ну, одновременно и символ, и действие, и суть. И этому будет, соответственно, какая-то буква. А потом можно перепроверять слова. Они подходят к какому-то уровню жизни человека, одного из 12 по Live Device, ну или по Раши. И смотреть, есть ли в нем эта главная буква и насколько она выражена. То есть попробуйте вот так вот с двух сторон. Вот. Но точно, что в грахах это есть. Я сейчас все корни не помню. Это было несколько лет назад. Но появилась очень стройная таблица. 9 грах, 9 типов ощущений, 9 типов сути, 9 типов осознания, 9 типов главных действий, и этому соответствует одно слово, и там эта буква главная. Чаще всего это было начало прямо с корня, как вот делать, дия, и это была главная буква «Д». Вот, и потом мы берем слово, видим, да, эта буква там есть, оно соответствует этой сути, этой грахе. Антон, благодарю. Это, ну, это просто, скажем так, это, ну, исследование не одного
года, ну, так сказать. Как бы этот интерес уже давно очень длится, и он сейчас просто он хотя бы начал как-то, ну, уже оформляться. Ну, потому что так он просто как бы был на уровне исследования, и то есть только как бы внутренние так наработки. А сейчас он уже немножко, ну, более ясно, и просто хочется, и поэтому очень хочется, чтобы это было уже, ну, структурировано, чтобы это уже не было просто вот оно, чтобы Антон, я вас очень благодарю. Сегодня получилось незапланированное, но очень интересное занятие. Потом Я 48 минут будем постепенно закругляться и расходиться. Да, возможно, у меня, счетчик показывает значительно больше уже времени. Нет, 47,5 минут сейчас. Так Да? что, да, мы будем точность, вежливость королей и Ну, вы дали конкретную установку, она будет выполнена. ну, она не такая конкретная. Тут важна как бы суть, а не форма. И это же не поезд, не самолет. Ну, немного не уложились, там можно дорассказать, и как-то Не, ученики ну да. позже пойдут на перемену или на перерыв. То есть Ну как да, бы конечно. э, не надо быть слишком строгими, но нужно стараться этого придерживаться. Я бы хотел как бы, ну, это не совсем домашнее задание, но это как бы такой намек людям или напоминание. В словах есть какие-то формы. Иногда мы цепляемся к этим формам и цепляемся к тому, что человек сказал. Иногда и не замечаем при этом сути. Вот это ваше исследование, оно показывает, что помимо формы и там морфологического анализа, какого-то еще другого, ну, скажем, когда язык рассматривается как наука и объективная наука, там есть еще глубокие смыслы, которые идут из древности. Нам помогают прочувствовать связь с предками, с теми, кто эти слова создали. Мы увидим, что если долго копаться, то слово «стол», оно будет там во всех европейских языках, оно будет похоже на слово «стоять» или «стан» на санскрите. До этого мы видим, что был какой-то балтославянский общий язык, на котором говорило там Великое княжество Литовское, непонятно, они были балтийцы, то есть будущие литовцы, вот там жемайтийцы, или они были славяне, это были русины, там про украинцы. То есть был общий какой-то балтославянский язык с общей культурой. Она была так называемая, вот это вот сейчас скажу. Ну, в общем, они были очень природные люди, а это сейчас считается негативным верованием. Все время забываю это ярлык. Язычеством это все А время есть. называется. Да, никак не могу это запомнить, да. На самом деле они чувствовали силы природы, духи природы и их уважали. Поклонялись они одному единому Богу и называли, допустим, вот даже Бог один единый главный, а видели различные проявления его в природе. И И, вот. и проявляли уважение к разным проявлениям Творца. Да, да, вот, то есть они не были заскорузлыми и странными. Поэтому, кстати, в этих культурах многие умеют договариваться с темными силами. И вот писатель Гоголь об этом писал, что силы есть, нужно уметь с ними договариваться, а просто от них отстраняться, убегать, не уметь договариваться, ну, это ограниченность человека чаще всего показывает. Вот, поэтому вот этот так называемый проиндоевропейский язык, он очень интересный, и нам кажется, что система – это наше слово, покопались латынь, покопались, греческая, как в греческий язык, это из индоевропейская. То есть система, этому слову тысячи лет. Вот. Вот. И это показывает нас связь с веками, с предками, и мы видим, что сути остались. Поменялись языки, ушли цивилизации, там политики поменялись, история поменялась, но суть осталась. И то, что считали системой 7 тысяч лет назад, живым организмом целостным, это до сих пор считается системой. И это очень важно. И мы видим через эти важные слова в нашей жизни самые важные понятия. То есть иерархия, архия – это власть, а ия – это святые люди, достойные, ценные, священники, общающиеся с Богом. То есть это власть людей, которые общаются с Богом. Ну, можно сказать, власть священников. Вот. Но это уже, как может быть, иногда искажение сути. Вот. Поэтому хорошо знать самые главные слова, видеть их корни, происхождение. Иногда это будет даже какая-то одна буква или один звук. Иногда это важнее, чем там разобрать его на префикс, суффикс и что-то там еще. Да, Антон, спасибо большое. Это действительно, вы очень хорошо еще тоже так подытожили, потому что, ну, скажем, очень, ну, слова реально, ну, если к ним относиться уважительно и внимательно, они
очень помогают точно получать ответы на запросы. Ну, как, ну, простите, но это как команда в поисковике. Насколько ты точно подразумеваешь понятие, которое ты пишешь, насколько точно придет внутреннее ощущение. Мгм. Вот, многие могут нам не поверить. М, я тогда могу посоветовать женщинам такое упражнение. Вот возьмите слово счастье и в древнем его произношении, там, где не сеча, а счастье, и попробуйте его внутри себя повторять мысленно, не вслух, некоторое время. И посмотрите на эффект. То есть простое слово счастье, очень древнейшее. Она показывает некоторый смысл, у нее интересная этимология. Попробуйте его повторять внутри себя мысленно некоторое время, ну хотя бы несколько минут. И вы удивитесь эффекту от одного слова и безмолвного его произношения в себе. Поэтому слова огромную силу имеют, надо уметь ими правильно пользоваться. Ну, нам в этом помогает традиция парампары. Да, э, иногда интернет, энциклопедии, справочники по словари, вот, и источник, пробуждающий нас правильное понимание, потому что есть и ошибочная информация, нужно ее отсеивать, и есть правильная информация, источник знаний нам поможет отличать искажения от истины. Ну что, на сегодня достаточно. Прощаюсь с вами. Благодарю вас за интересные вопросы. Следующее занятие будет, наверное, через неделю в четверг. Если у вас есть какие-то темы, присылайте организаторам, мы их тоже обсудим. Благодарю вас за прекрасные вопросы, участников за активность, в том числе в чате. До свидания. Антон, благодарю вас. Всего доброго. До свидания.